Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Африканская саванна не знает истинного покоя. Даже когда ветер стихает, а солнце застывает в зените, превращая горизонт в дрожащее марево, жизнь здесь продолжает свою жестокую невидимую работу. Тишина в этих краях – это не отсутствие звука, а затаённое дыхание. Это пауза между ударами сердца, мгновение перед прыжком, ожидание неизбежного. В этот час, когда тени становятся короткими и густыми, словно лужи черной смолы под кустами акаций, на выжженной равнине появляется фигура, которой здесь быть не должно. Она слишком мала для этого огромного равнодушного пространства. Это слоненок. Ему от роду не больше года, возраст, когда мир должен ограничиваться теплыми боками матери и лесом надежных ног сородичей. Но сейчас вокруг него лишь бесконечное море сухой травы, цвета охры и пыль, поднимающаяся при каждом неуверенном шаге. Он идет медленно. Его маленькие ноги, покрытые серой морщинистой кожей, утопают в горячем песке. Он останавливается, поднимает хобот, пытаясь уловить знакомый запах. Запах молока, влажной земли, запах стада. Но горячий воздух приносит лишь аромат сухой полыни и далекого дыма. Одиночество для слона – это противоестественное состояние. Слон – существо коллективное. Каждая клеточка его организма настроена на постоянный контакт, на тихое ворчание сородичей, на чувство локтя. Оказаться одному посреди великой равнины значит нарушить фундаментальный закон выживания. Его глаза, обрамленные длинными ресницами, смотрят с выражением, которое у человека можно было бы назвать глубокой растерянностью. Он поворачивает голову, его большие уши хлопают, создавая слабый ветерок, но это движение лишено игривости. Это жест отчаяния. Где они? Почему мир вдруг стал таким огромным и пустым? Инстинкты, подтонус – это память предков, записанная в крови. Слоненок никогда не встречал смерти лицом к лицу, но он чувствует ее присутствие задолго до того, как она обретает форму. Саванна начинает меняться. Это едва уловимые перемены. Кузнечики замолкают на секунду раньше, чем нужно. Стайка ткачиков внезапно взмывает в небо, хотя ветра нет. Воздух становится плотным, будто наэлектризованным. В высокой пожелтевшей траве, которая волнами уходит к горизонту, появляется движение. Оно текучее, низкое, почти незаметное. Если не знать, куда смотреть, можно подумать, что это просто тени от облаков бегут по земле. Но облака не имеют глаз. Это пятнистые гиены. Вечные оппортунисты саванны, санитары и убийцы, чья стратегия оттачивалась миллионами лет эволюции. Они не бросаются в атаку, сломя голову, как львы. Их оружие, терпение, выносливость и психология. Они знают, жертва, лишённая поддержки, уже наполовину мертва. Страх убивает быстрее клыков. Сначала появляется одна голова, округлые уши, мощная шея, созданная, чтобы дробить кости, и внимательный, оценивающий взгляд темных глаз. Гиена смотрит на слоненка не с яростью, а с холодным расчетом мясника. Она оценивает расстояние, вес, степень истощения. Затем в 10 метрах левее появляется вторая, потом третья. Они возникают из ниоткуда, словно материализуются из самого зноя. Слоненок замирает, его сердце бьется так сильно, что, кажется, удары отдаются в ребрах. Он издает трубный звук, высокий, ломкий, полный мольбы. Но ответа нет. Тишина саванны поглощает его крик, не оставляя даже эха. Хищники начинают свой танец. Они не спешат. Они знают, что спешка приводит к ошибкам, а ошибки в саванне стоят жизни. Гиены начинают медленное движение, формируя классическое кольцо окружения. Они общаются без звука, лишь положением ушей, оскалом, короткими взглядами. Иерархия клана работает безупречно. Опытные самки впереди, молодняк замыкает фланги, отрезая пути к отступлению.
Одиночество слоненка для них – это приглашение на пир. В их глазах он больше не живое существо, а набор калорий, необходимых для выживания их собственной стаи. Малыш пытается защищаться, он вспоминает, как это делают взрослые. Он поворачивается к ближайшей гиене, резко расправляет уши, чтобы казаться визуально больше, и делает ложный выпад. Он вздымает пыль, грозно мотает головой. Если бы за его спиной стояла мать, этот жест был бы смешным, но милым. Сейчас он выглядит трагично. Гиена даже не вздрагивает. Она лишь делает шаг назад, лениво зевая, демонстрируя мощные челюсти. Она знает, это блеф. За этим выпадом нет силы. Круг сужается. Теперь они так близко, что слоненок может слышать их тяжелое дыхание и чувствовать мускусный запах их шерсти. Паника захлестывает его разум. Он начинает кружиться на месте, пытаясь уследить за всеми сразу, но это невозможно, их слишком много. Один неверный шаг, его нога попадает в ямку, скрытую пучком травы. Усталость, жажда и головокружение от страха делают свое дело. Он спотыкается. Тяжелое детское тело теряет равновесие. С глухим стуком он падает на бок. Облако пыли взлетает вверх, на мгновение скрывая его от солнца. Он барахтается, пытаясь встать, но конечности не слушаются. Пыль забивает глаза, скрипит на зубах. Он чувствует себя таким маленьким, таким уязвимым. Его крик теперь – это уже не призыв, это плач. Пронзительный вибрирующий звук, в котором слились ужас и прощание с жизнью. Гиены напрягаются. Момент настал. Жертва упала. Вожак стаи делает короткий шаг вперед, готовясь к первому укусу, который начнет кровавую трапезу. Но укус не следует. Внезапно уши гиены вожака дергаются. Она замирает, подняв лапу. Что-то изменилось. Сначала это не слышно ухом, это ощущается подушечками лап, животом прижатым к земле. Глубокая, низкая вибрация проходит сквозь почву. Это инфразвук, язык, на котором говорят гиганты. Он распространяется на километры, проходя сквозь холмы и рощи, заставляя вибрировать сам воздух. Это не просто звук, это заявление о правах на территорию, это сигнал тревоги и гнева. Гул нарастает, превращаясь в слышимый человеческим ухом рокот, похожий на отдаленный гром. Гиены начинают нервно оглядываться. Их уверенность, еще секунду назад казавшаяся нерушимой, дает трещину. Они знают этот звук. В саванне есть силы, с которыми не спорят даже самые отчаянные хищники. Из марева, там, где горизонт сливается с небом, появляется силуэт, он огромен. Сначала кажется, что это движется скала, серая, монументальная глыба, рассекающая волны травы. Это взрослая слониха, матриарх. Она не бежит, слоны редко бегут, если в этом нет крайней необходимости. Она идет быстрым, размашистым шагом, который покрывает расстояние с пугающей скоростью. В ее движениях нет суеты, только холодная, неумолимая ярость природы. Она подняла голову высоко, ее бивни, отполированные временем, блестят на солнце, как копья. Она видит лежащего слоненка, она видит кольцо пятнистых шкур, и она издает звук, от которого, кажется, пригибается трава. Это оглушительный трубный рев, полный первобытной мощи. Слониха врезается в пространство между хищниками и жертвой, как ледокол. Она останавливается прямо над упавшим малышом, расставляя ноги и превращаясь в живой бастион. Она резко разворачивается к гиенам, ее уши распахнуты на полную ширину, делая ее визуально в 2 раза больше. Она бьет хоботом о землю, поднимая стол пыли, и издает низкое гортанное рычание. Гиены отскакивают, их строй нарушен. Коллективный разум стаи дает сбой перед лицом такой подавляющей силы. Но они все еще голодны, они все еще многочисленны. Вожак скалится, пытаясь найти брешь в обороне, пытаясь обойти гиганта с тыла.
Но преимущество уже утрачено окончательно, потому что за спиной матриарха Марева рождает новые фигуры – 1, 2, 3, целое стадо. Сестры, тетки, молодые самцы. Они выходят из пыли, словно призрачная армия. Земля гудит под их тяжестью. Они выстраиваются полукругом плечом к плечу, создавая непробиваемую серую стену. Это не просто животные, это семья. Это сложная социальная структура, где жизнь одного важна для всех. Они смыкают ряды вокруг лежащего малыша и матриарха. Десятки тонн живого веса, сотни лет совокупного опыта выживания. Гиены понимают, игра окончена. Математика выживания проста. Риск получить удар бивнем или быть растоптанным многотонной ногой перевешивает любой потенциальный ужин. В их глазах гаснет хищный огонь, сменяясь осторожностью. Они начинают пятиться. Сначала медленно, огрызаясь, сохраняя остатки достоинства, затем разворачиваются и растворяются в высокой траве, так же бесшумно и быстро, как появились. Саванна снова поглощает их, оставляя лишь примятую траву, как свидетельство их присутствия. Опасность миновала, но воздух все еще звенит от напряжения. Матриарх медленно опускает уши. Она поворачивается к лежащему слоненку. Ее движения меняются мгновенно. Только что она была машиной для убийства, а теперь она – само воплощение нежности. Слоненок открывает глаза. Пыль медленно оседает. Над ним больше нет палящего солнца. Его закрывают огромные тела сородичей. Он видит знакомые очертания, чувствует родной запах. Он пытается подняться. Ноги дрожат, разъезжаются. Мышцы забиты молочной кислотой от страха и напряжения. И он встает. Сначала неуверенно, пошатываясь как новорожденный, но затем обретает равновесие. Он прижимается к боку спасительницы, прячась в тени ее тела. Он касается ее кожи своим хоботом. Простой, но бесконечно важный жест. Жест доверия. Жест говорящий: «Я здесь, я живой». Стадо начинает перестраиваться. Малыша помещают в самый центр, в детскую, самое безопасное место на планете Земля, защищенное кольцом из тел взрослых.